Секс в большом городе вернулся на экраны 17 лет спустя. В начале 2000-х секс в большом городе был абсолютным культурным феноменом. Это был сериал о яркой моде, эксцентричности, эскапизме, о сексуальных экспериментах и, конечно же, о эмоциональной и финансовой самостоятельной жизни молодых женщин, живущих в большом городе. 9 декабря HBO Max выпустил в показ новый сериал, который является продолжением «Секса в большом городе» и называется «И просто так». На самом деле название шоу может показаться отечественному зрителю немножко странным, в силу того, что в русском переводе то, что Сара Джессика Паркер, главная героиня сериала, постоянно повторяет «and just like that», может переводиться по-разному. В этом видео я собираюсь с вами поделиться моими 5 копейками, почему этот сериал абсолютная трата времени и очень вреден для просмотра, хотя на самом деле одну полезную штуку я там нашла. Поэтому смотрите до конца. Поехали! Создатели сериала решили угодить всем и раздать всем сестрам по серьгам. Очень кратко и емко мешанину трендов и желания угодить, вот просто и покланяться каждому, при каждому отразила мой психотерапевт, психолог Юлия Левчинская в своем инстаграме с ее разрешения. Я сейчас процитирую, потому что точнее не скажешь. Ощущение, что у сценаристов перед написанием сценария был примерно такой разговор. А чтобы нам еще раз не заработать на всеми любимом сериале? Прекрасная идея. Так, о чем снимать будем? Да какая разница? Просто что-то снимем. Давай соберем темы, на которые больше всего хайпа. И все это просто объединим. Что там у нас? Окей, Google. Так, эйджизм, трансы, квир, феминизм, люди с другим цветом кожи, люди с ограниченными возможностями. Супер, все это и возьмем. Подождите, а как это связано с героями сериала «Секса в большом городе»? Там же было про любовь, про поиски себя, про любовные отношения, про стиль, много-много секса. Да какая разница? Просто все смешаем и норм. Интерес будет в любом случае. Сериал же был культовый, героинь мы используем, которые когда-то привлекали очень много внимания. Впадлу придумывать сюжет. Просто слепим все хайповое. По-быстрому, нормально, не парься. Ну ладно, а как назовем? Да как-нибудь просто. О, может так и назовем? Просто так. Прямо отличное название. Конец цитаты. Такое спешное перечисление фактов и сваливание всего в одну кучу в зарубежной критике называется инфодамп, то есть свалка информации, помойка информации. И я уверена, что если вы смотрели хотя бы одну серию, вы уже понимаете, о чем я говорю. Почему я считаю, что этот сериал абсолютная трата времени? Мои 5 поводов. Во-первых, в сериале показана абсолютно нереалистичная Америка. Красивый, романтичный Нью-Йорк. Нью-Йорк, где люди ходят по дорогим заведениям, где они все невероятно стильно одеты, где они все такие светские, и где они едят картошку фри только по особым случаям. Хочется сказать ха-ха-ха. Кэрри опять экспериментирует со своей сексуальной жизнью, чтобы у нее были материалы для подкаста. Шарлотта, помешанная на перфекционизме, одевает всю семью в наряды Оскара де ла Рента, того, чтобы ее дочь сыграла на отчетном концерте в своей музыкальной школе. А Миранда показана как каким-то слоном в посудной лавке, которая усиленно пытается продвигаться и бороться за права женщин, за права всех меньшинств, и делает это с грацией просто гиппопотама. Благодаря тому, что мистер Биг по-прежнему имеет какие-то непонятные доходы, Кэрри живет в роскоши, и мы ее постоянно видим в декорациях той самой квартиры мечты, и ее туфельки, которыми она просто, вот у нее это фетиш, стоимостью в 1, 2, 3, даже не российские, даже в американские зарплаты. Тем, кто никогда не был в США, это может показаться просто каким-то раем. Местные же прекрасно знают, что это полный абсолютный бред, и на самом деле только плюются, когда это видят. Пункт номер 2.
Что меня задело в этом сериале? Суета вокруг взросления и старения вместо спокойного, нормального такого принятия себя. Наверняка у создателей была идея педалировать антиэйджизм, но получилось с точностью да наоборот. Смотрите, Миранда выглядит совершенно потрясающе с ее новым цветом волос. Он, кстати, немножко даже похож на мой, не кажется вам? Но при этом с самого начала сериала каждый считает своим долгом ткнуть ее палочкой и сказать: ну мы же так привыкли видеть тебя в рыжем цвете, в том цвете, в котором мы тебя привыкли. Ты собираешься что-то сделать со своими волосами? И вот это вот на заострение внимания на этом очень сильно напрягает. Кэрри с ее инстаграмом зачем-то вставили этот момент, где она признается в том, что она совершенно не может разобраться, как работает инстаграм. При этом в реальной жизни у актрисы в инстаграме 7 миллионов подписчиков, и она прекрасно с ним управляется. Зачем это было сделано? Еще один момент, когда Кэрри стоит растерянная на улице в своей попытке поймать такси. Знаете, ее фирменный жест, когда она стоит на краю тротуара и взмахивает рукой, чтобы остановить то самое легендарное нью-йоркское такси. В этот момент она осознает, что такси больше так не ездит, и все их заказывают через application. На мой взгляд, это было такое неуважительное отношение к нашему поколению, как будто бы мы какие-то старенькие тетушки, которые вот просто не способны приспособиться к этой жизни и стоят где-то сиротливо на обочине и такие: ну что ж, жуют губами и говорят: ну что ж, тогда мы как-нибудь там. Не круто, не круто, не круто вообще. Еще один момент, который меня раздражает и бесит, и он очень вредный, это идея про то, что если очень долго мучиться, то что-нибудь получится. И сейчас я говорю про взаимоотношения главной героини Кэрри Брэдшоу и ее мужчины мечты. Если мне не изменяет память, данный товарищ за сериал «Секс в большом городе» многократно ее бросал. О, смотрите, очень как раз параллельно о них и говорю. Многократно ее бросал, один раз даже у алтаря, и появлялся в ее жизни, когда у нее, например, складывались какие-то здоровые отношения, где ее любили и ценили, все разрушал и снова исчезал. То есть у нас с вами здесь налицо проблема мистера Бига, та самая избегающая привязанность. Людям с избегающей привязанностью очень сложно строить длительные и тем более глубокие отношения, так как близость, эмоциональная близость вызывает у них дискомфорт не только потому, что это претензия на их независимость, но и потому, что они боятся чувствовать свою слабость и уязвимость. Ведь ничто не дает стопроцентной гарантии, что все будет развиваться и все будет прекрасно. И этим людям с таким типом привязанности очень страшно представить себе, что это все закончится и будет боль разрыва, боль расставания. И они боятся не справиться с этими сильными болезненными чувствами, и поэтому не вступают в отношения, и как только это становится чуть ближе, они этих отношений избегают. При этом они с легкостью разбивают чужие сердца. Любовь, привязанность, глубокие чувства – это все не про них. Так вот, когда мы видим их вот так романтично танцующих на кухне с бокалами вина, под виниловые пластинки, поющих, готовящих какой-то там фэнси-шмэнси лосось, это дает неокрепшим умам, людям, которые могут находиться сейчас в подобных отношениях, в токсичных отношениях, в отношениях, в которых с ними плохо обращаются, вместо того, чтобы им собраться и уйти, они смотрят на эту картинку и думают: вот у нее же получилось, значит, мне тоже надо стараться еще больше, терпеть еще больше, и может быть через год, через 10, через 20 мы тоже так же будем танцевать на кухне, и мы будем любить друг друга, и мы будем вместе. Не будете никогда, эти люди не меняются, не смотрите на них и не верьте, так не бывает, это не работает. Это моя главная претензия к создателям сериала. Вот такая вот, да, я молодец, у меня сплошные претензии к создателям сериала. Это бесконечные манипуляции, фальшивые улыбки, вот эти те самые воздушные поцелуи, фиги за спиной, обманы и нагромождение, просто вот одна ложь, влекущая за собой другую. Сериал начинается с того, что Шарлотта просто насильно убеждает Кэрри отменить ее планы с Бигом и прийти на выступление Шарлоттиной дочери в музыкальной школе.
И из этого вырастает огромный ворох проблем, потому что они там отменяют свою поездку, мистер Биг начинает заниматься дома и погибает от, что там у него с сердцем-то случилось. Шарлотта раздувает огромное чувство вины и перекладывает это все на Керри. А Керри, свежеиспеченная вдова, ей больше делать нечего, как только переубеждать Шарлотту. Ну нет, ну что ты, это не твоя вина. И из этого вырастает целая драма, где они прячутся, скрывают свои чувства, не говорят о том, что они на самом деле думают, подавляют свою злость. И, в общем, как вы видите, в итоге Керри начинает курить. Они начинают прятаться от Шарлотты и пить по углам, не приглашать ее на свои встречи. Ничего хорошего. Шарлотта на самом деле в сериале представлена как форменная истеричка и образец такого, знаете, посмотри на нее и делай с точностью да наоборот. Следующий момент. Вам всем наверняка знакома фраза «Никогда не возвращайся туда, где ты был счастлив». Тебя не ждет ничего, кроме разочарования. И дело даже не в том, что неприятно видеть любимых героев постаревшими, что это напоминает, ой, мы тоже постарели. Да, мы постарели, но при этом, посмотрите, герои выглядят очень себе даже ничего. Сара Джессика Паркер стройна, красивые волосы, ухоженная кожа. Шарлотта миленькая, почти не потолстела, хорошая форма лица, хорошо одевается, красивые украшения. И Миранда, за исключением тех случаев, когда ее зачем-то наряжают в какие-то старушачьи наряды, чтобы подчеркнуть контраст, как в том эпизоде, где она только появилась первый день в колледже, на фоне расслабленной одежды других студентов она пришла просто как какая-то 78-летняя тетка. Во всем остальном она тоже прекрасно выглядит. Дело даже не в этом. Во время просмотра всего сериала меня не переставала преследовать поговорка «Опыт приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один». Все герои словно застряли во времени, не обретя ни грамма мудрости. По сюжету сериала, ну и вообще очевидно же, что за прошедшие 17-20 лет они прошли через все вот невероятные вот эти вот этапы человеческой жизни. Женитьбы, расставание, рождение, воспитание детей, взросление детей, смены карьеры, потери, разочарования. И все же они остались какими-то пустыми. Смотрите, они выглядят как пузыри, такие вроде бы легкие, переливающиеся, но абсолютно пустые. Керри, как вы помните, носившая совершенно сумасшедшие наряды в молодости, не расстается с внутренним «я» и в свои 55. Правда, теперь, если вы посмотрите, эти гигантские цветы на платьях, эти какие-то перья, эти какие-то вычурные шляпки, особенно на похоронах, выглядит как-то, ну уж совсем неуместно и вызывает просто отторжение. Лично у меня вызывает, а у вас вызывает? Шарлотта в молодости, вы помните, она была такая очень эмоциональная, очень поддавалась своим эмоциям, была такая вот вся прямо открытая и вот искренняя. Сейчас в 55 это все выглядит какой-то просто истеричная, взбалмошная дура, которая не умеет управлять своими эмоциями и вываливает на всех людей все, что только ей приходит в голову. Ну, суровая Миранда, которая, помните, она была такая очень заточенная на распутывание юридических казусов, и она была на особицу среди своих подруг именно своим аналитическим умом. Тут она вот вдруг ударилась в защиту прав всевозможных меньшинств. И моя личная боль и печаль, за которую я очень осуждаю этот сериал, это Сара Рамирес. Она моя любимейшая героиня, играющая доктора... Какого доктора она играет? Ну, в общем, она играла доктора в сериале Grey's Anatomy. Помогите мне, как она называлась, этот доктор? Келли. Доктор Келли. Хорошо, имя вспомнила. Она там роскошная женщина, просто роскошная. Вне зависимости от ее предпочтений, что бы она там ни делала, с кем бы ни спала, с кем бы ни экспериментировала, роскошная женщина. Но тут, конечно, ее показали такой. Мне было больно, искренне у меня вызывало это вот просто негодование и отторжение. Ну что, в заключение могу вам сказать. Сериал полная туфта. Сериал, на мой взгляд, снят для какого-то несуществующего зрителя. Молодежи, которая сейчас вот в этом во всем как рыба в воде, во всем этом смешении трендов, им абсолютно неинтересно смотреть на этих тетушек, не способных приспособиться к современности. Для людей нашего поколения, поклонников первой версии сериала, все это видеть абсолютно оскорбительно. Ну, если вы разделяете мою точку зрения, то, что я уже перечислила, я уверена, что и вам это тоже кажется. Внутри Соединенных Штатов
Страна на самом деле расколота сейчас на два кардинально противоположных лагеря – консерваторов и либералов. И этот сериал и все ценности в нем представлены являются яблоком раздора. Я лично читала много дискуссий на Фейсбуке в разных местных группах, где между даже, знаете, там, членами семьи из-за этого сериала возникают споры и какие-то перебранки. Потому что ценности представлены очень спорные, и вообще сериал очень спорный. А вне страны видеть вот эти все чрезмерные поклоны и кивоки в сторону разнообразных социальных групп, мне кажется, выглядит как-то глупо и притянуто за уши. Да? Вам тоже так, вам это так выглядит? Вот если вы смотрите, вы не живете в США, расскажите мне о ваших впечатлениях об этом сериале, вот про эти все вот эти моменты, которые там и таких показали, и таких привлекли, и здесь мы будем вот так, и будем мы настолько раскованы, что будем говорить в эфире, где мы там занимались сексом в общественном месте и курить марихуану прямо в лифте. Ой, не знаю, мне кажется, это какой-то полный бред. Но, как и обещала, хочу отметить один момент, который имеет смысл посмотреть. В 4-м эпизоде появляется новая героиня по имени Сима. Она риэлтор, и она занимается продажей квартиры Керри. И после опен-хауса выясняется, что по договоренности, когда она не должна была трогать ничего и все сохранить в целости и сохранности, случайно уронили картинку, где была изображена Керри и Биг во время их свадьбы, и разбили на ней стекло. Керри раздавлена этим фактом, потому что для нее это такое напоминание, это вещь, оставшаяся от Бига. Он трогал это руками, я даже не могу заменить это стекло. Сима в этот момент занята оформлением документов, и она говорит дежурную фразу: «Мне очень жаль, извини». И Керри, взбешенная такой формальностью, начинает предъявлять Симе, что она абсолютно бесчувственная тварь, и она на самом деле ей вовсе не жаль. И она не понимает, как Керри она сделала больно. И в ответ на это Сима говорит: ты знаешь, ты тоже мне вчера очень сделала больно. Сима, just for the record, гораздо старше, чем Керри, и она находится в поиске, она ходит на свидание. Они говорили об этом накануне за выпивкой. И Керри сказала ей: я так тобой восхищаюсь, что ты даже в твоем возрасте до сих пор не сдаешься и пытаешься себе кого-то найти. И Сима ей это поставила на вид. Именно в таких здоровых, правильных выражениях. Вот за один этот эпизод я могу сказать, что да, ладно, живите, можно смотреть. Будем надеяться, что таких эпизодов будет больше, которые дают нам с вами образчик правильного, нормального взаимодействия двух зрелых взрослых теток, которые не боятся быть сами собой, не боятся говорить о своих желаниях и о своих чувствах, которые привыкли сразу выражать, если им что-то не нравится. Сериал странный, и хотелось бы отметить еще ответственность создателей. Помните, друзья, господи, к кому я сейчас обращаюсь, что вы преподносите этому миру образчик того, как нужно жить и как взаимодействовать. Поэтому делайте больше здоровых образчиков, делайте больше историй там, где люди живут так, как им нравится, делают, что нравится, говорят о том, что хотят. Если им что-то не нравится, уходят и больше туда не возвращаются. Ой, это я уже перескочила на другую тему. Это будет у меня следующее видео о правилах Михаила Лобковского и о том, как я жила по ним и что у меня из этого получилось. Чтобы не пропустить это видео, нажмите колокольчик, подпишитесь на мой канал. На этом у меня сегодня все. Для тех, кто со мной недавно, напоминаю, что по четвергам у нас с вами проходят прямые эфиры, где мы отвечаем на вопросы, общаемся. Чтобы не пропустить прямой эфир, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Если вам понравилось это видео, вы узнали что-то полезное, как всегда, жду от вас лайк. Не забудьте подписаться и не уходите далеко, впереди еще очень много интересного. Пока-пока! Хочу вам напомнить, что мы меняем формат канала. У меня сейчас есть редактор, который помогает в работе над визуальным оформлением как видео, так и оформления канала. Поэтому, если вы видите какие-то вещи, которые можно улучшить, если вы у кого-то видели, как это сделано по-другому, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы с Леной открыты ко всем предложениям, слушаем вас, потому что 2022 год – это год YouTube для меня. Я хочу сделать мой канал гораздо более интересным, умным и посещаемым. Вот на этом уже точно все. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.